Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, почему принято плевать через плечо, почему принято у нас стучать по дереву, как вы можете защитить себя и помочь себе в определенных ситуациях. Друзья, очень важная информация, поэтому обязательно просмотрите от начала до конца. Прямо сейчас ставьте лайк, вам это ничего не стоит, а нам приятно. Итак, с вас лайк, а с нас ценная информация. Вы знаете, существуют народные приметы, с помощью которых человек пытается уберечься от сглаза, от негативных мыслей, а также и от неприятных событий в своей жизни. Одна из таких народных примет – это стук по дереву, который нужно повторить трижды. И эта народная примета пришла к нам из далекого прошлого. Чрезмерное хвастовство могло навлечь на человека беду, привлечь к нему сильные проблемы. Поэтому, постучав по дереву трижды, наши предки таким действием старались предотвратить поступление сильного негатива в их жизнь, а с ними и беду, и проблемы. Так они делали из-за того, что знали, что дерево имеет достаточно сильную энергетику и связано напрямую со Вселенной, и благодаря этому оно может защитить или же предотвратить какие-то нежелательные события. Стуча по дереву, они как бы заглушали сказанное вслух. Если вдруг получилось так, что человек уже чересчур расхвастался тем, что еще не воплотилось в жизнь, не смог вовремя остановиться, а теперь боится, что его желания не будут реализованы, что им помешают помыслы недоброжелателей. В настоящее время эта народная примета также используется для того, чтобы уберечься от сглаза, от неприятностей, чтобы защитить свою семью, а также укрепить их здоровье. Для этой цели очень хорошо подойдет дуб. Это дерево обладает достаточно сильной энергетикой, способной защитить человека. Когда вы решите проделать такое действие, вам нужно, гуляя, выбрать дерево, какое именно вам подскажет ваша интуиция. Подойдите к нему, мысленно попросите о помощи и только затем постучите и проговорите следующие магические слова. То, о чем тебя, дуб, прошу, мне осуществить по магии своей энергии, меня надели. Стучать по дереву можно и перед тем, как лечь спать. Такое действие отгонит от вас любые негативные мысли, кошмары, страхи. После такого действия сон будет крепким и спокойным, а во сне не будут приходить нежелательные видения. У вас будет хорошо получаться и выспаться, и отдохнуть. Поэтому, гуляя по парку, возьмите толстую веточку дуба, принесите ее домой, разместите под спальным местом. Так она будет защищать вас от негатива на протяжении дня. А когда понадобится, используйте ее в своих целях, постучав о нее 3 раза и скажите такие слова. Дуб во время сна меня от всего плохого убережет, мой сон укрепит и положительными энергиями меня в этот период наделит. Важным является то, что стучать по деревянному столу, так как стол – это сакральное место, символ достатка, а вы данным действием окажете к нему неуважение, отпугнув положительной энергии, достаток из вашего дома. Также нельзя стучать по такому дереву, как осина, дабы не ухудшить то, что имеется на данный момент. Неприятности в таком случае вы только, к сожалению, можете усугубить. Следующая народная примета, которая дошла до наших дней, чтобы сделать нашу жизнь легче и безопаснее, это плевок трижды через левое плечо, что-то вроде тьфу-тьфу-тьфу, повернув слегка голову влево. Считается, что слюна наделена сильной энергетикой, поэтому плевок имеет большое энергетическое значение и действие. По учениям, которые передались нам от наших предков, у нас на правом плече сидит ангел-хранитель, а на левом черт, который подталкивает человека на искушения, на необдуманные поступки и неприятности разного рода. Поэтому, плюнув трижды через левое плечо, человек избавляется от негативных мыслей, от отрицательных эмоций, усиливает энергетику добра предстоящих событий, ограждая себя от влияния сидящего на левом плече. Плевок через плечо стал одним из оберегов от сглаза или сказанного чего-то лишнего.
Плевок через плечо выступает в виде своеобразной защиты, которая используется для того, чтобы воплотилось в жизнь определенные желания, чтобы никто не смог этому помешать, направив целенаправленный негатив. Бывает и такое, что человек не обдумал и сказал то, что не должен был сказать. Таким образом, он раскрыл свои планы на будущее, а потом спохватился, понимая, что недоброжелатели, которые находятся рядом, а возможно и другие обстоятельства, помешают ему осуществить то, что было задумано. Поэтому именно таким образом он пытается не допустить того, чтобы ему помешали, старается защитить себя. Если вовремя сделать такое действие с плевком, то это защитит вас от любого вида зла. Бывает в жизни и такое, что вы спешите, и именно в этот момент вам дорогу переходит человек с пустым ведром. И идти на перерез ему, значит, нужно ждать определенных неприятностей. Обходить другой дорогой может быть не быть времени. Поэтому остановитесь, трижды плюньте через левое плечо, мысленно произнесите следующие слова. Человек с ведром дорогу мне перешел, негатив ведро все соберет и от меня уберет, благодаря чему вред мне не принесет. Сказав эти слова и проделав эту практику, вы смело можете идти дальше. Ничего плохого с вами точно не случится. Перед тем, как отправиться в место, где вас могут ожидать неприятности, стоит поплевать через плечо. Вам может показаться странным такой совет. Поплюйте на человека, который отправляется и в дальнюю дорогу. Такое действие нужно сделать из-за того, что слюна обладает защитными функциями. Поэтому удача в дороге и отсутствие любого рода проблем в дороге будут обеспечены. Часто мы говорим своим родным, друзьям, в случае неприятностей: плюньте на это или плюнь и забудь. И часто приходится слышать от знакомых такие слова, что сплюнь, чтобы не сглазить, или сплюнь через плечо, а то не сбудется. Когда вы говорите это вслух, мы должны понимать о том, что плевок – это мощное энергетическое средство, которое может избавить от многих неприятных моментов и ситуаций в нашей жизни, защитив даже от сильного влияния. Когда деловые люди договариваются о сотрудничестве, о заключении каких-то контрактов, они пожимают друг другу руки. А когда вы будете это делать, мысленно плюньте трижды себе в ладонь. Это действие нужно совершить для того, чтобы ваше сотрудничество было прочным и имело успех. А если вы плюнете на деньги, полученные от продажи какой-либо вещички или предмета, то это будет залогом получения прибыли в дальнейшем. Это будет способствовать также и процветанию в торговле, а также убережет от сглаза продавца. После проделанного деньги нужно положить в пустой карман. Это обеспечит поступление денежной энергии в большом количестве в скором будущем в вашу жизнь. Перед тем, как начать вскапывать огород, следует поплевать на ладони, проговорив при этом такие слова: «Я силу от Вселенной черпаю, себя этой энергетикой окружаю, быстро данную работу завершаю, только бодрость и удовольствие от нее получаю». Только после того, как проделаете это действие, нужно браться за работу. И человек благодаря этому будет заряжаться энергией, а работа будет ладиться и идти намного быстрее, а вы не будете тратить много сил и энергии. А вот рыбаки, цепляя червяка на крючок, должны поплевать на него. Такое действие поможет сделать так, чтобы улов был действительно лучше. Если вы плюнете на бревнышко, бросите его в огонь и загадаете желание, сосредоточившись все свои мысли и энергетические силы на этом, и скажете такие слова, что энергии сильные воедино соединяю, посыл энергетически отправляю, это мне помогает, желание осуществляет. И ваше желание благодаря такому действию очень быстро сбудется, чем вас не только удивит, но и порадует. Когда вам кто-то говорит: «Ты чудесно выглядишь», нужно плюнуть в таком случае через левое плечо и сказать: «Эти слова мне не навредят, только биополе укрепят, буду и дальше красотой блистать и удачу к себе привлекать». Такое действие поможет вам выставить защиту и не привлечь никакой негатив в свою жизнь.
Когда ваш дом покидает нежеланный гость, нужно трижды плюнуть на порог и при этом сказать следующие слова. «Свой негатив из дома моего прочь забери, и ко мне на порог больше не приходи». Так вы нейтрализуете все плохое, а данный человек человек данный оставил после себя, и он еще ко всему перестанет к вам приходить. После семейных конфликтов, ссор с друзьями поплете вокруг себя, как бы по кругу, поворачиваясь по часовой стрелке. Этим вы избавитесь от проблем, и новые не будут вас беспокоить. При этом обязательно говорите такие слова. В кругу стою, негатив к себе не подпущу. Биополе укреплю, негативной энергии после ссоры отгоню и с удачей дальше по жизни пойду. Сделав такое действие, вы сразу ощутите легкость, и настроение обязательно ваше улучшится. Но помните о том, что нельзя ни в коем случае плевать в огонь или в колодец. Энергетика таких мест очень сильная, и таким поступком вы можете привлечь в свою жизнь нежелательные проблемы и последствия, от которых вам не получится избавиться легко. Также, прежде чем плюнуть, вы должны остановиться и подумать. Делайте все это не спеша, чтобы не перепутать плечо, потому что, плюнув через правое, где сидит ваш ангел-хранитель, вы таким действием можете потерять его покровительство навсегда. А для того, чтобы ваша жизнь была наполнена положительными энергиями, соблюдайте эти, пожалуйста, народные приметы, которые передались нам, для того, чтобы помогать нам, защищать нас от негатива. Выбирайте только то, что больше подходит для вас. Живите в гармонии с окружающими энергиями и используйте их себе во благо. Лучше прислушиваться этих знаний и уберечься от ненужных энергий, событий, чем допустить их и затем думать, как же все это наладить и исправить. Друзья, мы надеемся, наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, ставьте лайки, мы с вами уже услышимся в следующем видео. Друзья, всех вам благ!